Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Предлагаю вам связать вот такой интересный мини-коврик крючком с интересным обрамлением в виде двуцветной косы. На самом деле этот мини-коврик я увидела в китайском журнале. Схему я опубликовала на своих соцсетях. Ссылки оставлю под видео. Хотите, скачивайте схемы и вяжите такой узор по схемам. Но сразу скажу, что я сделала в схеме небольшие изменения, так как коврик у меня по схеме не сходился. А в этом видео я подробно расскажу, как связать узор для коврика, как связать вот такую вот интересную косу. И это украшение можно применять и для вязания других каких-то изделий, не только для ковриков, для обрамления, допустим, пледов, покрывал. Смотрится очень интересно. Смотрите, это изнаночная сторона. Для вязания вот этого мини-коврика я использовала полушерстяную пряжу, достаточно толстую, и у меня получился круг узором в диаметре примерно 33 сантиметра. Вот. Но если вы поймете смысл вязания такого узора, то можно вязать любой размер. Это может быть вот такая интересная декоративная сидушка на круглый табурет. Это может быть салфетка, допустим, на кухню, подставка под горячее. Это может быть мини-коврик. Ну, в общем, все. Это может быть подушка декоративная, вот лицевая сторона. Если вторую сторону связать, даже обычный круг из столбиков, соединить два круга, и получится декоративная круглая подушка. В общем, я надеюсь, вам понравилось это изделие, понравился этот узор, и вы вместе со мной свяжете такую красивую вещицу. Дорогие рукодельницы, не забудьте поставить лайк, пишите в комментариях, хотите ли вы больше таких интересных узоров и других вещей для дома вязать. Спасибо за внимание, приятного вязания! Приступаю к вязанию мини-коврика и вначале показываю, из чего вяжу. У меня это остатки пряжи, что-то я распускала, какие-то старые шапки. И в основном у меня это пряжа Alize Superlana Maxi. Для вязания вот таких вот толстых ковриков, каких-то вещей для декора, я стараюсь использовать пряжу довольно толстую. Это Alize Superlana Maxi, это полушерсть. Моточек 100 грамм, здесь 100 метров, довольно толстая ниточка. К этой пряже рекомендовано крючок номер 5-7 использовать. Я буду использовать крючок номер 6. И выбрала вот такие два цвета. Лучше всего использовать каких-то два, можно даже 3 контрастных цвета использовать. У меня это вот такой молочный оттенок и розовый. И приступаю к вязанию. Вначале начну вязать пряжи вот молочного оттенка. Вначале будет узор рельефный из шишечек. Будем вязать круг и затем оформлять этот круг интересными красивыми косами. Итак, показываю с самого начала. В начале вязания делаю на пальцах начальное кольцо из нити, вот такую вот воздушную петлю, и ввожу крючок в центр кольца, вытягиваю петлю на крючок и далее подхватываю с другой стороны нить и провязываю вот первая воздушная петля. Набираю еще одну воздушную петлю, далее делаю на крючок накид, ввожу крючок в центр кольца, вытягиваю накид на крючок, подхватываю еще раз рабочую нить и провязываю первый полустолбик. Далее вяжем первый ряд и провязываем из кольца 8 полустолбиков. Делаем на крючок накид, вводим крючок в кольцо, подхватываем еще раз нить и провязываем вместе с накидом. Итак, всего необходимо провязать 8 полустолбиков в первом ряду. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 полустолбик. Далее тянем за вот этот кончик нити, затягиваем плотно начальное кольцо. Эту нить нужно будет потом закрепить на изнанке.
И завершаем вязание первого ряда, сделав соединительный столбик из второй петли подъема. Далее для вязания второго ряда, второй ряд будем вязать шишечками попкорн. Набираю 3 воздушные петли. Эти 3 петли будут вместо первого столбика с одним накидом. Делаем на крючок накид и вводим в вершину вот первого полустолбика. Провязываем столбик с накидом, вновь делаем накид и с той же петли вяжем еще один столбик с накидом. Всего для первой шишечки необходимо провязать 4 столбика с накидом из одной петли. Провязав 4 столбик, далее немножко вытягиваем рабочую петлю, вкалываем крючок, вот смотрите, в третью воздушную петлю в начале ряда, подхватываем рабочую петлю, затягиваем и затем протягиваем через третью петлю, и у нас формируется вот такая шишечка. После закрепляем шишечку, сделав одну воздушную петлю, подтягиваем ее, далее набираем 2 воздушные петли и вяжем следующую шишечку. Делаем на крючок накид, вводим крючок вот в следующую петлю по ряду, и из этой петли необходимо провязать 5 столбиков с одним накидом. 3, 4 и 5 столбик с одним накидом. Теперь формируем шишечку попкорн. Вытягиваем рабочую петлю немного, вкалываем крючок в вершину первого столбика, подхватываем рабочую петлю, затягиваем ее и протягиваем через вершину первого столбика. Сформировалась вторая шишечка, закрепляем ее одной воздушной петлей, подтягиваем, далее 2 воздушные петли и вяжем третью шишечку из следующей петли первого ряда. И таким образом необходимо, следующая шишечка тоже состоит из 5 столбиков с одним накидом. 3, 4 и 5. Формируем вершину шишечки. И таким образом во втором ряду необходимо провязать из каждой петли предыдущего первого ряда шишечку через 2 воздушные петли. Получается, у нас во втором ряду будет 8 шишечек попкорн через 2 воздушные петли. Заканчиваю вязать второй ряд и завершая вязание этого ряда, я присоединяю нить другого цвета. Вначале делаю начальную петлю на крючке, снимаю эту петлю, и при завершении второго ряда в конце ряда необходимо сделать соединительный столбик после 2 воздушных петель на вершине вот первой шишечки. Ввожу крючок в вершину, захватываю петельку другим цветом и провязываю соединительный столбик. Предыдущую нить затягиваю, и можно ее обрезать и затем закрепить на изнанке. А продолжаю уже вязать, используя нить второго цвета. Начинаю вязать третий ряд шишечек. В третьем ряду количество шишечек будет увеличено вдвое. То есть если во втором ряду мы провязали 8 шишечек, то теперь будем вязать 16 шишечек и с каждой вот арочки провязывать по 2 шишечки. Для перехода к вязанию третьего ряда еще сделаем соединительный столбик вот из следующей арочки, и вместо первого столбика с накидом набираю 3 воздушные петли подъема. Теперь из этой арочки еще провязываю 4 столбика с одним накидом. 3 и 4.
И далее формирую вершину шишечки. Вкалываю крючок в третью петлю подъема, захватываю рабочую петлю и протягиваю вот через начало шишечки. Закрепляю вершину одной воздушной петлей плюс 2 воздушные петли. Делаю на крючок накид и теперь из этой же арочки провязываю 5 столбиков с одним накидом для второй шишечки. Каждая шишечка состоит из 5 столбиков с одним накидом. 4-й, 5-й столбик. И теперь формируем вершину шишечки. Вкалываем крючок в вершину первого столбика, подхватываем рабочую петлю и протягиваем через вершину первого столбика. Закрепляем 1 воздушная петля и плюс еще 2 воздушные петли. И так из каждой арочки провязываем 2 шишечки попкорн. Итого всего в ряду будет 16 шишечек. Перехожу к вязанию 4-го ряда, и в 4-м ряду будем также вязать шишечки тем же цветом, поэтому после 2 воздушных петель делаю соединительный столбик в вершину первой шишечки и делаю еще один соединительный столбик из следующей арочки и начинаю новый ряд с 3 воздушных петель вместо первого столбика с одним накидом. Смотрите, в 4-м ряду, вот в предыдущем ряду у нас было провязано 16 шишечек, в 4-м ряду нам необходимо связать 28 шишечек, а это значит, что не из всех арочек нужно вязать по 2 шишечки. Из первой арочки вяжем 1 шишечку. Далее вот я 3 воздушные петли набрала, еще 4 столбика с одним накидом. 3 и 4 столбик. Формирую вершину шишечки, как обычно. Через начало протягиваю рабочую петлю, закрепляю шишечку воздушной петлей и плюс 2 воздушные петли. Далее из следующих 3 арочек вяжу по 2 шишечки попкорн и повторяю, то есть на раппорт 4 арочки. Вот на первой арочке 1 шишечка, на 3 арочках по 2 шишечки, далее 1 шишечка и на 3 арочках по 2 шишечки. Я закончила вязать 4-й ряд. В 4-м ряду провязала 28 шишечек, и далее у меня будет идти оформление косичкой. Для косички необходимо связать вот такие вот 2 цепочки из вот колечек. Здесь у меня 14 колечек. Вторая цепочка будет связана из розовой ниточки, то есть мы будем косичку заплетать вот из этих колечек белого и розового цвета. И смотрите, так как у меня связано 28 шишечек, делю пополам, то есть мне нужно связать 2 таких цепочки, и каждая цепочка должна вот 14 состоять из 14 колечек. То есть далее на каждую вот арочку будет присоединяться колечко то белого, то розового цвета. Мы их будем заплетать. Смотрите, если хотите, можете вот эту центральную часть вязать больше, если вы хотите связать этот мини-коврик или сидушку или подушку пошире. То есть вы еще несколько рядов шишечек можете связать, каждый ряд прибавляйте, то есть каждый ряд у вас должен увеличиваться на 12 шишечек. И прибавление делайте, конечно же, равномерно по кругу. Итак, как вязать вот эти вот колечки, сейчас подробно покажу. Друзья, здесь после вязания 4-го ряда я не хочу обрывать нить, поэтому колечки буду вязать от другого клубка. И завершаем здесь ряд просто соединительным столбиком вот в вершину первой шишечки. Пока откладываю здесь вязание.
И начинаю от другого клубка, так как здесь еще будет провязан будет ряд и соединяться будет в этом ряду переплетенная косичка из 2 цепочек. И для вязания цепочки вот из таких колечек потребуется, у меня есть такая линейка шириной 5 сантиметров. Вы можете просто отрезать картонку, чтобы у вас была полоска шириной примерно 5 сантиметров. И для вязания первого колечка необходимо вот обмотать. Я обматываю линейку и делаю вот 4 обертывания нитью, 3 и 4 вокруг линейки. И начинаю вязать вот первое колечко. Ввожу крючок вот в центр намотанных нитей, захватываю рабочую нить и здесь провязываю как первую петлю, как из начального колечка. Скидываю вот эти намотанные петли и далее вот как из начального колечка начинаю вязать столбики без накида. Ввожу крючок в центр колечка и провязываю столбик без накида. Всего необходимо провязать 10 столбиков без накида, и мы, получается, провязываем столбики без накида по половине колечка, то есть наполовину пока колечки провязываем. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть вторая половина колечка, вот ниточки остаются свободными, мы их и будем провязывать уже после того, как сформируем все 14 колечек, то есть на всю длину. Далее для второго колечка вновь берем линейку, здесь прикладываем ее, или вы берете картонку нужной ширины 5 сантиметров и также обматываем нитью, делая вот 4 круга по линейке. Вводим крючок вот за 4 ниточки, далее здесь накидываем рабочую нить и провязываем вначале вот как первый столбик без накида на линейке. Далее скидываем вот намотанные петли и уже по вот колечку из нити вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 столбик без накида. Вторая половина колечка связана, и так повторяем. Для третьего колечка также берем линейку и обматываем нитью 1, 2, 3, 4. Вводим крючок вот в центр, накидываем теперь на крючок вот здесь сверху рабочую нить и провязываем здесь столбик без накида. Убираем линейку, освобождаем от петли и начинаем обвязывать 10 столбиков без накида. И так повторяем, и нам необходимо сформировать 14 колец. Вот пока у нас только 3 кольца. Итак, я практически закончила вязать цепочку из колечек, и здесь уже выполняю 14 кольцо. 3-4 оборота нитью вокруг линейки, захватываю рабочую нить, здесь провязываю столбик без накида на линейке, далее спускаю петли, и теперь вот на последнем кольце вяжу не 10, а 20 столбиков без накида. То есть здесь мы уже обвязываем кольцо полностью столбиками без накида, и верхнюю, и нижнюю сторону. Так, 3, 6, 7, 8,
Итак, провязываю 20 столбик. Как вы видите, кольцо, можно сказать, обвязано полностью. И теперь при переходе на другое кольцо вяжем столбик без накида, вводя крючок вот здесь промежуточный между кольцами вершина столбика и ниже вот 2 ниточки. И здесь провязываем столбик без накида. И переходим на второе кольцо. Здесь мы уже вяжем 10 столбиков без накида и промежуточный столбик между кольцами. Девятый, 10 столбик и промежуточный столбик без накида между кольцами. И так обвязываем все кольца. Итак, я закончила обвязывать все кольца и теперь обрезаю нить, оставляя небольшой хвостик. Вытягиваю хвостик через последнюю петлю и здесь, чтобы завершить ряд столбиков, протягиваю вот через первую петлю хвостик и затем через центр последней петли и на изнанку. И здесь вот у нас идет ровный ряд петелек по верху. Хвостик пока оставляю. И теперь начинаем заплетать косу. Начинаем заплетать косу из 2 цепочек из колец. И вот совмещаем вместе кольца. Через, вот, допустим, розовое кольцо в начале протягиваем первое кольцо, а затем вот у нас идет белое кольцо, белая цепочка колец через второе кольцо назад. И протягиваем всю цепочку через это кольцо. Вначале нужно будет длинную, конечно, цепочку протягивать, но потом уже короче. Теперь у нас, смотрите, белая цепочка идет внизу, розовая вверху. И теперь мы через следующее кольцо, вот через второе кольцо белое, назад протягиваем всю розовую цепочку. Здесь, чтобы косичка не расплеталась, можно булавкой закрепить. Вот через следующее кольцо мы протягиваем назад всю розовую цепочку. Теперь через следующее розовое кольцо назад протягиваем белую цепочку. И вот вы видите, здесь колечки заплетаются в косичку. Здесь только вылетает, вот так вот будет. И теперь через следующее белое кольцо назад протягиваем розовую цепочку. Итак, переплетаю вот все колечки. Вот далее идет через розовое кольцо белую цепочку протягиваю назад. Теперь далее розовую назад через белое колечко и так далее до конца цепочек заплетаю косичку. Все цепочки я переплела. Вот такая интересная получилась коса. И теперь смотрите, нужно соединить начало и конец. И здесь вот эти белые кольца нужно сшить торец в торец, и розовые кольца тоже. Здесь вот хвостик я оставила, и можно будет с помощью хвостика соединить начало розовой цепочки и здесь с помощью хвостика завершение розовой цепочки просто протянуть через боковой столбик. Соединяю косу в кольцо и затем уже буду присоединять эту косу. Вот здесь вот белое колечко тоже соединю.
И далее уже буду присоединять к центру коврика. Дорогие рукодельницы, связав косу, соединив ее в кольцо, теперь я соединяю центр и косу и вижу, что центральная часть еще недостаточного размера, чтобы соединить вот с таким красивым обрамлением. Поэтому вот по схеме провязано всего 4 ряда с узором из шишечек. Я буду добавлять еще плюс 5-й ряд с шишечками, и еще, скорее всего, буду вязать ряд столбиков с одним накидом или полустолбиков. Примерю тоже и посмотрю, и сразу потом буду соединять на центральную часть и косу в процессе вязания последнего ряда. Итак, далее 5-й ряд. Буду продолжать вязать узор с шишечками. Здесь я не зря оставила нить. И чтобы не менять количество шишечек, я буду вязать из каждой арочки одну шишечку. Набираю в начале ряда 3 воздушные петли. Из арочки для первой шишечки провязываю 4 столбика с одним накидом. Далее шишечки будут состоять из 5 столбиков с одним накидом. А между арочками буду выполнять 3 воздушные петли. Так, закрепляю вершину шишечки, 1 воздушная петля и еще 3 воздушные петли. И перехожу на вязание шишечки на следующей арочке. То есть у нас в 4-м ряду было 28 арочек, и будет в 5-м ряду 28 шишечек. Ну, арочек, соответственно, тоже количество. На второй арочке вот вяжу 5 столбиков с одним накидом, формирую вершину шишечки, закрепляю и 3 воздушные петли. И так провязываю этот ряд. Я закончила вязать, получается, 5-й ряд с шишечками, провязала всего 28 шишечек и уже начала присоединять вот обрамление из косы при вязании еще 6-го ряда столбиками с одним накидом. И сейчас я с самого начала покажу, как вязать этот ряд и соединять с косой. Смотрите, здесь мы завершили ряд соединительным столбиком, вершину шишечки. Здесь я набрала 3 воздушные петли подъема, и теперь из каждой арочки вяжем 3 столбика с одним накидом. Второй, 3-й столбик с одним накидом. Провязав 3-й столбик, немножко вытягиваю рабочую петлю и теперь присоединяю к косе. И смотрите, здесь у нас по кругу идет 28 колец с чередованием светлая, розовая коса, ну, то есть светлое, розовое кольцо. И теперь, допустим, начнем с розового кольца и присоединяем здесь по центру. Можно считать 1, 2, 3, 4, ну, допустим, вот к 5-му столбику. Ввожу крючок вот за вершину столбика кольца и просто протягиваю вот эту вот петельку рабочей петли, рабочую петлю столбика с накидом через вот боковую сторону косы одного кольца. Далее провязываю столбик с накидом из вершины следующей шишечки и далее на следующей арочке вяжу 3 столбика с одним накидом. Провязав 3-й столбик с одним накидом, немножко вытягиваю рабочую петлю, и здесь находим центр. Следующее кольцо у нас идет белое. Вот я считаю 1, 2, 3, 4, вот 5-й столбик. За вершину 5-го столбика вкалываю крючок, получается как с изнанки вкалываю крючок и протягиваю вот через эту вершину вот рабочую петлю после столбика с накидом.
затянули петельку далее и вяжем следующий столбик с одним накидом из вершины шишечки. И так повторяем. И получается, что на каждой арочке мы должны присоединить кольцо косы, чередуя то один, то другой цвет. Вот провязали новые 3 столбика с одним накидом. И следующее у нас идет розовое кольцо. 1, 2, 3, 4, 5. За вершину 5-го столбика вкалываю крючок, протягиваю через нее вот рабочую петлю, затягиваю и вяжу следующий столбик на вершине шишечки. И вот у нас идет соединение. При вязании ряда столбиков с одним накидом и каждое колечко мы присоединяем через, получается, 4 столбика с одним накидом. Так как у нас было здесь 28 арочек и здесь по косе 28 колец, то равномерно мы присоединим по кругу вот это вот обрамление из косы при вязании ряда столбиков с одним накидом. Дорогие рукодельницы, я уже показываю вам готовый результат. Соединила полностью при вязании ряда столбиков с накидом, вот эту присоединила косу. Вот немножко отпарила рельефный узор, чтобы он расправился. И вот такая интересная вещица получилась. Показываю с изнанки, как смотрится коса. Довольно пышный, мягкий узор. Допустим, как сидушка на табурет подойдет отлично. Мягкая, пышная и смотрится оригинально.